Так получилось, что на обзор ко мне попала интересная новинка от компании Tecno. Это смартфон Tecno Camon 30S Pro. Компания позиционирует его как бюджетный. Купить его можно в районе 22-25 тысяч рублей. При всем этом компания Tecno постаралась заложить сюда небюджетные аспекты. Сейчас выделю интересные аспекты, а в дальнейшем мы их протестируем. Посмотрим, как смартфон себя ведет. Первый аспект – это экран-водопад. Диагональ экрана 6,78, разрешение экрана 1080 на 2436. Поддерживается обновление частоты экрана в 120 Гц. Так как здесь AMOLED-дисплей, телефон поддерживает всегда включенный экран. И вот такие обои, соответственно. Следующим небюджетным аспектом в бюджетном телефоне можно назвать беспроводную зарядку. Да, здесь она присутствует. Camon 30S Pro – первый смартфон компании Tecno, в который внедрили беспроводную зарядку. К слову говоря, беспроводная зарядка идет в комплекте. Мощность, которую она выдает, 15 Вт, но сам телефон поддерживает до 20 Вт беспроводной зарядки. Если же говорить о проводной зарядке, то здесь она на 45 Вт. В системной оболочке присутствуют гибкие настройки для заряда батареи. Например, если зайти в пункт «Экономия заряда», «Зарядка», здесь мы можем выставлять «Умная зарядка», которая использует интеллектуальные методы регулировки скорости зарядки для достижения наилучшего эффекта. Либо можно активировать низкотемпературную зарядку, тогда температура аккумулятора во время зарядки будет снижена, чтобы продлить срок его службы. При этом скорость зарядки немного снизится. Также в этих аспектах однозначно стоит отметить обратную беспроводную зарядку. Если мы активируем эту галочку, далее на обратную сторону нашего телефона мы можем класть, например, часы, которые поддерживают беспроводную зарядку, либо другие устройства. При этом, как показано на картинке, телефон отдаст заряд нашим часам. Думаю, здесь все понятно. К слову говоря, в том числе для такой функции в смартфоне установлен аккумулятор на 5000 мАч. Это достаточно емкая батарея. Еще одна необычная опция, которая здесь находится – обходная зарядка. Функция предназначена для того, если у вас садится батарея, но вы хотите сыграть в игру, либо посмотреть какое-то видео, вы включаете эту галочку, подключаете зарядное устройство, и далее вы безопасно сможете играть в игру на подключенной зарядке, либо просматривать видео, так как в этот момент питание будет напрямую идти в телефон, а не в батарею. Это также сделано для того, чтобы сохранить ваш аккумулятор. Вообще, поразбиравшись с данным телефоном, я понял, что здесь достаточно гибкая и интересная оболочка на 14-м андроиде, но со своими фишками. В этом вы уже убедились на примере зарядки. Далее в ролике я покажу еще некоторые функции, которые здесь есть и которые стоит выделить. И, конечно же, еще один небюджетный аспект в бюджетном телефоне, на который, кстати, больше всего делали акцент разработчики Tecno. Это его камера. Здесь есть как обычная камера на 50 мегапикселей, так и камера высокой четкости на 100 мегапикселей. Даже есть оптическая стабилизация, электронная, и в самой камере очень много различных настроек. До них мы еще дойдем. И, конечно же, покажу примеры и тесты, как она снимает. Видно, что разработчики и дизайнеры Tecno стараются во всех аспектах. Также, например, в дизайне коробки. Кстати, у меня на обзоре версия 12256, но у нас в магазинах продаются версии 8256. Итак, коробка выглядит следующим образом. Здесь располагается сам телефон и его комплектующие, и отдельно беспроводная зарядка. Работает она очень просто. Вот здесь вы подключаете кабель USB Type-C. На эту сторону кладете смартфон, и он начинает заряжаться. В конверте Tecno положили нам следующее: набор для установки защитного стекла, инструкция, само стекло, обращаю ваше внимание, что это именно стекло, а не пленка, и специальный магнитный чехол. Магнит расположен здесь. Чехол жесткий, пластиковый.
Предназначен он в основном для того, чтобы удобно заряжать смартфон беспроводной зарядкой. Хотя отмечу, что вот эта медаль и без чехла магнитится к телефону. По сути, заряжать удобно и без чехла. Зарядник и кабель USB Type-C. Здесь находится ключ для сим-лотка. В сим-лотке устанавливаются две нано-сим-карты. Также на нижней части вы можете наблюдать микрофон, порт для зарядки USB Type-C и динамик. Динамика здесь два. Сверху также есть динамик, телефон поддерживает стереозвук. И в дополнение этому есть поддержка Dolby Atmos. Также сверху вы можете наблюдать дополнительный микрофон для шумоподавления и инфракрасный датчик. С левой стороны на телефоне ничего нет. Качелька громкости и кнопка выключения находятся с правой стороны. Рамка, которая находится по периметру всего телефона, сделана под металл, но это пластик. Tecno Camon 30s Pro выпускается в трех цветах. Это звездный серый, который у меня на обзоре, жемчужное золото и зеленый хамелеон. Именно в этом зеленом цвете присутствует технология, которая меняет цвет на солнце. Она именно изменяет цвет, а не переливается. Задняя поверхность также выполнена под металл, но это пластик. На телефоне я потестировал инфракрасный порт, приложение для его установки называется так – WeLife. Очень просто автоматически находится, например, ваш телевизор. Вы его можете добавить вот сюда в шторку, вот он, и отсюда к пульту я могу получить быстрый доступ. Так выглядит шторка данного устройства. Из необычного могу выделить расход трафика. Работает он именно на мобильный интернет. Также в телефоне есть NFC. Посмотрим, какие датчики установлены на телефоне. Есть все датчики, кроме температуры и барометра. Все они хорошо отрабатывают. Отмечу, что я тестировал датчик приближения, он также хорошо работает, без проблем. Но смотрите, если вы наберете номер и будете вот так прикладывать руку, то он не будет срабатывать. А когда вы подносите телефон к уху, то он очень хорошо срабатывает. Вы должны об этом знать. Сколько касаний воспринимает тач дисплея? Воспринимает все 10 касаний. Также приложение подтверждает нам заявленные характеристики. Я протестировал его в тротлинг-тесте, и вот что он показал. Тест длился 30 минут, производительность за это время практически не падала. Весь график оставался в зеленой зоне, и только в самом начале график немного снижался. То есть можно смело сказать, что процессор данного телефона не тротлит и не перегревается при нагрузках. Говоря о процессоре, здесь установлен MediaTek Helio G100. Хороший средний процессор на 6-нанометровом техпроцессе. У него 8 ядер с максимальной частотой 2200. Да, это не самый мощный процессор, но его вполне хватает для повседневных задач, игр, камеры и так далее. Сейчас все это покажу. Сыграем в игру PUBG. К слову говоря, на телефоне есть встроенный помощник, вот такой. Он сам определяет игру, когда вы ее устанавливаете. Его можно вызывать вот таким способом. Я поставил высокая производительность. Посмотрим, как игра поведет себя на этом режиме. В общем, друзья, что могу сказать, телефон вообще практически не нагрелся во время игры. Периодически я открывал и смотрел вот это меню. FPS здесь показывает стабильно, 29-30. Также абсолютно никаких фризов и замедлений я не заметил. Все очень даже хорошо. К слову говоря, эта игра на данном телефоне позволяет применить высокую графику. Сразу после игры проведем тест в AnTuTu, чтобы телефону мало не показалось. Телефон набрал 321 986 баллов. Еще раз отмечу в защиту телефона, что этот тест я запустил сразу после игры в PUBG, то есть в любом случае телефон немного был нагрет. Зайдем в настройки. Первый пункт, который я бы хотел отметить – персонализация. Здесь вы можете кастомизировать ваш экран. Например, я установил вот такие живые обои.
Но я их установил кастомно, то есть телефон поддерживает установку вот таких обоев. Также здесь можно изменять всегда включенный дисплей, экран блокировки, например, выставлять какие-то свои параметры, погоду, часы и так далее. Насчет кастомизации у Tecno с этим все хорошо. Здесь оболочка HiOS 14.2.0. Помимо прочего, у них есть свой магазин тем, где вы можете скачивать и устанавливать вот такие темы. Здесь их много, на любой вкус и цвет. В основных настройках в строке экрана яркость вы можете выставить частоту обновления. Вот она. Можно выставить 120 Гц, 60, либо автоматическую, для экономии энергии. К слову, стоит отметить, что телефон достаточно громко играет. Я бы даже сказал, выше среднего, это точно. В паролях и безопасности вы можете задать отпечаток пальца, либо разблокировку по лицу. Здесь же в настройках отпечатка пальца можно выбирать вот такие эффекты. Отпечаток работает достаточно быстро и хорошо, никаких осечек я не обнаружил. Здесь же в паролях и безопасности есть такая интересная функция защита от кражи. Например, включая эту галочку, когда телефон кто-то хочет выключить, у вас попросит пароль. Это удобно. Фотографировать при разблокировке. Если вы включите вот эту галочку, если кто-то попытается разблокировать ваш телефон и сделает 2 неудачные попытки, то телефон незаметно запечатлит его на фронтальную камеру. В оболочке HiOS 14 есть интересные настройки конфиденциальности. Например, необычная функция защита конфиденциальности в реальном времени. Если мы активируем данную галочку, появляется такой вырез, который мы можем регулировать, а также настраивать его прозрачность. Это нужно для того, чтобы в определенной ситуации скрыть какие-то элементы на экране. Естественно, это можно быстро вызывать из шторки. Думаю, здесь все понятно. Функция «Безопасная клавиатура» тоже интересная функция. Если включить эту галочку, ваши данные не будут записываться в клавиатуру. То есть какие-то скопированные данные не будут сохраняться в клавиатуру. А как мы знаем, такие данные могут передаваться компании Google либо Яндекс. Здесь же ниже мы можем снять вот эти галочки. Доступ к камере и доступ к микрофону. Если мы их снимем, то мы полностью перекрываем доступ к камере или микрофону. Это нужно для того, чтобы в определенный момент какие-то приложения не могли использовать вашу камеру либо микрофон. Специальные функции. На телефоне можно использовать Dynamic Port. Если мы активируем функцию, то данные уведомления будут отображаться вот на таком островке. Здесь есть объединение памяти. Виртуальной памяти можно добавлять 6, 9 либо 12 гигабайт. Смарт-панель, если мы ее включаем, то в любой момент вот здесь у нас появляется риска. Потянув за нее, выходит такое меню. Сюда мы можем добавлять любые приложения для быстрого доступа. Игровой режим я уже показывал, он-то и был в игре PUBG. Smart Hub. Если мы включаем Smart Hub, то, например, когда мы заходим в диспетчер файлов, удерживаем на каком-то приложении либо изображении, перетаскиваем вот сюда в бок, оно появляется у нас сбоку. Мы можем его открывать либо закрывать. Это нужно для того, чтобы, переключаясь между приложениями, вы могли удобно использовать этот объект. Также советую включить световой индикатор. Все вот эти галочки. К сожалению, световой индикатор не работает на какие-то уведомления, например, от ВКонтакте или Телеграмма. Он будет работать при использовании инфракрасного порта, загорается при входящем вызове, зарядке аккумулятора, либо также он работает в камере. Как раз таки в камеру мы и переходим. Как я уже говорил, камера на этом телефоне достаточно хорошая, функциональная и качественная. Стандартный режим здесь AI Cam, он снимает в 50 мегапикселей. Для того, чтобы активировать режим 100 мегапикселей, нужно нажать вот сюда. Давайте же посмотрим, как телефон снимает в стандартных 50 мегапикселей и в 100 мегапикселей. Слева снимок сделан на 100 мегапиксельную камеру, справа простая. Давайте приблизим.
Сразу становится понятно, что справа в простой камере видно большое количество выделяющихся пикселей. Стоит отметить, что фото были сделаны в пасмурную погоду, поэтому качество могло бы быть и лучше. Эти снимки совершены на те же камеры, только при искусственном освещении. Если приблизить, здесь уже более четко видно, насколько различаются детали. В этих же режимах можно использовать вот такие функции. Например, добавлять фильтры. Нажав вот эту риску, здесь открывается дополнительное меню. Здесь мы можем активировать режим HDR, выставлять таймер, включать или отключать водяной знак, выставлять сетку, активировать фокусировку с помощью АИ, искусственного интеллекта. Если она включена, то телефон будет отслеживать глаза субъекта и по ним ловить фокус. Портретная камера. Здесь есть практически такие же настройки. Также нажав вот сюда, вы можете выставлять уровень глубины, то есть степень размытия заднего фона. Именно на эту камеру сделан данный снимок. Здесь заявлено всего 2 мегапикселя. В данном портретном режиме, если мы нажмем вот сюда, мы сможем применять различные эффекты. Улучшение лица, худое тело и так далее. Ночной режим Super Night. Оба снимка сделаны в сумерках. Слева ночная камера, справа простая. На первый взгляд простая камера лучше осветлила снимок. Но если мы приблизим и перейдем вот в это окно, то мы увидим, что на простой камере здесь есть засвет, а в ночной съемке его нет. Также если приблизить на эту надпись, в ночном режиме буквы выглядят более четко. В ночном режиме также есть фильтры. Что касается видео, телефон может снимать в 2К 30 FPS с простой стабилизацией. Стабилизация работает хорошо, но небольшие подергивания все же заметны. Качество съемки даже в пасмурную погоду очень даже неплохое. Если же мы включаем суперстабилизацию, то телефон сам переключается в режим 1080 30 FPS. Как раз таки данное видео вы сейчас можете наблюдать. Картинка уже совсем не так сильно трясется, но качество немного просело, хотя и остается на хорошем уровне. В этих же видеорежимах, например, можно использовать фильтры. Также в видеорежиме, если мы нажимаем вот на эту иконку, то в 720 вы можете снимать видео с размытием фона, то есть видео боке, и в этом же формате применять вот такие эффекты. Что касается фронтальной камеры, она здесь на 50 мегапикселей. Сейчас вы наблюдаете изображения, сделанные на данную камеру. В ней также есть функция селфи-боке. Фронталка способна снимать видео в 2К 30 FPS. Качество хорошее. Стабилизация в этом режиме не активируется. Но в селфи режиме ее можно активировать. Тогда смартфон будет снимать в 1080 30 FPS. Еще можно отметить, что в основном режиме видео смартфон способен делать 10-кратное увеличение. Конечно, это не телекамера. Зум здесь электронный. Вот как он выглядит. Функция портрет АИ. Что она делает? Нажимаем вот эту сноску, выбираем какую-то тему, далее фотографируем человека, и ваше лицо вот таким образом подставляется на выбранную тему. Друзья, в целом за такую цену я считаю, что это очень достойный аппарат. Тем более в тестах он показал себя уверенно. Если еще приобрести его со скидкой, то это будет очень хорошо. Вдруг у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.